«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброго времени суток. Сегодня гость программы «Звездная гостиная» Олег Успенский. Олег, добрый день. Добрый день всем, кто нас слушает, может, даже смотрит. Вот если есть такой формат, очень рад всех приветствовать и в студии, и наших слушателей. Я хочу сказать, что Олег Успенский уже несколько лет подряд занимается таким благим делом, сколько уже концерты памяти Александра Барыкина ты проводишь. Ну, это практически в 2011 году, когда Александра Александровича не стало, мы сразу провели буквально в этот же год первый такой в клубе «Медяника», такой маленький соло. мероприятие, да, в соло. Нет, раньше это был «Медяник Клаб» на проспекте Мира, 68. Вот мы там провели, там как бы у нас поминальная была, ну и мы там небольшой концерт сделали. Ну и потом по накатанной пошло уже там какой-то перерыв был. Я, честно говоря, по количеству прям не фиксирую. Но фактически не только я, конечно, занимаюсь проведением концертов, потому что концертами занимаются по всей стране. Да, много очень поклонников Александра и делают очень большие концерты. Это прям вот в разных частях нашей необъятной великой России. Ну, в Москве мы и также правонаследники разрешают тебе петь его песни, которые тебе хочется. И многие очень хорошо получаются, очень оригинально звучат. Я рекомендую нашим радиослушателям послушать на разных цифровых площадках, как принято сегодня говорить, и на Ютубе, выступления Олега Успенского, его песни и песни, которые он поет из репертуара Александра Барыкина. Ну а сегодня мы поговорим давай все-таки о твоем творчестве. И сейчас, прежде чем мы этим займемся, давай послушаем первую песню. Она называется «Ты прости». У нее своя история у этой песни. Если будет интересно, я потом вкратце расскажу. Эта песня была написана Виталием Чудаковым. Это генеральный продюсер «Живая вода», город Брянск. Текст песни. И музыка была написана с Георгием Барыкиным, сыном Александра Александровича. Песня очень проникновенная, и прежде чем ее спеть, я, конечно, был в Венском монастыре, очень прочувствовал этот текст, и, честно говоря, я такое покаяние как бы принял на себя самостоятельно и исполнил эту песню. Только слушатели могут оценить и дать оценку, что я не в состоянии, я душой пел. Легкий ветер трогает ладони, что-то мне пытается сказать. Жизнь моя куда-то быстро тонет, и мечту уже мне не догнать. Опадают дни листвой осенней, холодом повеяло с души. Попрошу Господа прощения, мне сегодня некуда спешить. Ты прости меня, прости, если можешь, отпусти все грехи мои земные. Тяжело в себе нести. Ты прости меня, прости, если можешь, отпусти все грехи
беру в ладони дней ушедших, искорки последнего тепла. В этой жизни мы с тобой не вечны, о душе подумать нам пора. Все, к чему стремился в этой жизни, все, о чем мечтал, все суета. Нет любви надежней, веры ближе, веры во единого Христа. Ты прости меня, прости, если можешь, отпусти все грехи мои земные. Тяжело в себе нести. Ты прости меня, прости, если можешь, отпусти все грехи мои земные. Тяжело в себе нести, тяжело в себе нести. Легкий ветер трогает ладони. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Олег Успенский, и этот человек всегда, за что бы он ни брался, он делает это все искренне. Мы только что убедились. Вообще, на самом деле, вот, как сказать, уже с годами, да, ты как хорошее вино, вот становишься все более как-то харизматичней, всегда пел хорошо, но вот сейчас я слушаю, которые последние вещи, я несколько услышал, да, такой вот какой-то пропускаешь как вот через сердце, и уже вот прям вот хочется, чтобы это как можно больше людей услышало. А вообще, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к музыке? Ведь это не основной род деятельности твоей. Да, сегодня вот вы правильно подметили, как бы опыт, это в любом, по-моему, начинании, неважно, это спорт, музыка, везде нужен опыт. Поэтому, естественно, у меня учителя очень мощные, музыкальные. У меня учителя такие, как Александр Барыкин, Георгий Барыкин, Владимир Кузьмин. Это мои учителя, на чьих песнях я рос, учился петь. Ну, я не говорю уже об обучении там музыкальном, которое как бы, ну, не столь значимо по сравнению с этими великими фамилиями. Соответственно, да, с детства я пел, все время пел. У меня отец пел, дедушки с бабушками пели. У меня такая музыкальная всегда семья была. Отец на гармошке играл очень хорошо, на баяне. Вот, а я как-то освоил гитару. Так вот интересно было. Взрослые пацаны меня заставляли в подъезде, потому что там акустика хорошая. Ну играть, они с девчонками обнимались, целовались. А я помоложе был, я был как магнитофон переносной. Вот пальцы в кровь сбивал на струнах. Но научился играть, слава богу. Достаточно для того, чтобы написать какое-то произведение, его исполнить. В общем, вот в этом плане все у нас хорошо. Поэтому сегодня, конечно, я пою по-другому. Раньше я пел как у нас в караоке поют, да, принято. Да, любители. Сейчас, конечно... Сегодня у тебя прям, вот я честно скажу, дорогие друзья, вот мало на эстраде певцов, которые поют сердцем. Здесь вот мало того, что сердцем, здесь еще и технически все правильно, понимаешь? Мало того, что там прочувствовать песню, можно там ее спеть по-разному, кто может петь. А ты действительно можешь петь, у тебя получается, понимаешь,
где-то ноту потянул, где-то какое-то придыхание, где-то какой-то вот посыл такой определенный. То есть каждая как бы филигранная отделка, я бы сказал, песни. Мне очень понравилось, как ты поешь и под гитару просто даже вот. Ну, прими мое восхищение на самом деле, потому что я до этого слышал как-то мало, не так много песен. Вот. А сейчас я послушал, и мне очень нравится. Я всем нашим радиослушателям рекомендую находить Олега Успенского на всех цифровых площадках. И вот в социальных сетях есть странички же, да? Да, ну сейчас у нас социальные сети Да, ВКонтакте только ВКонтакте, остались, да. и Одноклассники, поэтому там, да, есть Олег Успенский, можно И на заходить. Ютубе, конечно. YouTube, да, канал прям такой вот Олег Успенский, все, выходите, кнопочку нажимаете на мое Да. лицо. Слушаем следующую песню. Какая это будет, Олег, песня? Она, как же ее не любить? Вот как раз то, что вы говорили про гитарное исполнение, это Мгм. романс, который мне подарил мой друг Виталий Гордей. Очень талантливый музыкант, поэт, песенник, ну, просто исполнитель, профессионал. Вот от души он мне просто подарил эту песню, я ее исполнил, вот как я ее чувствую. Как же ее не любить, молодую, несмелую? Как рассказать о любви, чтобы вдруг не спугнуть? Солнцем весенним раскрасила жизнь мою серую и навсегда разорвала волнением грудь. Как же я был без нее все те годы бесцветные, что пролетели в угарном кабацком дыму. И одиноко встречал я часы предрассветные, а вот сейчас, повторяю я, словно в бреду. У этой женщины бездонные глаза, разлет бровей и шелк волос туманят разум. Без этой женщины мне дня прожить нельзя. Покой мой забрала, а с ним и сердце разом. Все переменчиво в жизни и всяко случается. Вслед за закатом к нам новый приходит рассвет. После любви эта жизнь пустотой не кончается. Но ведь и счастья, увы, без любви в жизни нет. Как же я был без нее все те годы туманные, что проходили, бежали слепой чередой. Все бы отдал за улыбку, такую желанную. Жизнь бы прожил неизменная только с тобой. У этой женщины бездонные глаза, разлет бровей и шелк волос туманят разум. Без этой женщины мне дня прожить нельзя. Покой мой забрала, а с ним и сердце разом. Покой мой забрала, и сердце разом. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, ну вот я сегодня, честно говоря, эту песню слушал утром. И хочу сказать, вот у меня такой ассоциативный ряд, думаю, Стас Михайлов отдыхает. Потому что... Нет, так нельзя, конечно. Нет, я так нельзя. Нет, я не говорю, что он плохо поет. Нет, Стас Михайлов, я не говорю, что он там это. Просто вот здесь вот спето так душевно,
просто, казалось бы, да, а тема-то вот на самом деле как бы, ну вот, я же говорю, что такая женская, такая искренняя, такая вот она, ты всю душу здесь вложил, понимаешь? О чем я говорю? Нет, Стас Михайлов, я не говорю, что это плохо. Я просто так вот, шутя себе подумал, я говорю, Стас Михайлов отдыхает. Да, это Эверест. Настолько пронимает она. Это у нас как Стас Михайлов, как Эверест для альпинистов в плане исполнения для женщин. Вот я тебе говорю, вот здесь ты прям вот на уровне спел, да, вот я... Но я до него еще не добрался, да, вершины. Ну, вот скромно, но я тебе серьезно говорю, вот эта песня просто бомба. Я думаю, что со мной радиослушатели согласятся. Спасибо большое. И я представляю, как это звучит на концертах, если это послушать вообще живьем, это, наверное, потрясающе. Скажи, пожалуйста, сейчас вот в данный момент, ты там сегодня рассказывал по телефону, собираешься что-то выпускать на виниле. Что это за альбом? Так, вот смотрите, да, я хотел тоже вот сказать, значит, в том году мне был юбилей. Мне было 55 лет. Я в октябре месяце, в день рождения Владимира Владимировича Путина, в октябре месяце провел юбилейный концерт, который назывался «55-я ступень». Мы сделали 2 отделения живым коллективом. У меня коллектив называется «Звездный корабль». Почему он звездный? Потому что там играют музыканты у меня сессионные, все звезды с разных коллективов, сыгранные, профессиональные. Вот, мы выпустили альбом. И в чем прелесть этого альбома? Потому что мы первое отделение взяли треки, песни Александра Барыкина из его альбома «Ступени». Да, и мы там сделали... Символично все получилось. Да. И у нас получилась 55-я ступень. Мы отмечали 70 лет Александру Барыкину и 55 лет вашему покорному слуге Олегу Успенскому. Поэтому я вот сейчас... мероприятие, это живой был звук. Мы его сейчас в формате видео делаем, звук там чистим все. Ну, это технические вопросы как бы, да. Потому что это будет как лайв-концерт звучать. Вот, и, соответственно, я почему нашел возможность выпустить на виниле, там, ну, может быть, там 10, может быть, 20 дисков, может, пластинок, я имею в виду, 30. Не знаю, сколько получится. Ну, для друзей, да? Там, для друзей. Для себя. Это юбилей, да, это детям, внукам. У меня их 4, кстати, внуков. Да, счастливый дедушка. Я был в гостях, дорогие радиослушатели Олега. У него замечательная супруга, замечательная дочь, замечательные внуки. И атмосфера до дома. Вот мы так душевно пообщались. Это было 1-2 назад, да? Да, 2 года. Вот. И я почувствовал просто вот на самом деле такой домашний уют, очаг. Поэтому я хочу вот как это называется, пост сказать, что желаю тебе в таком же духе продолжать, потому что тебе не дашь тот возраст, который биологический, потому что вот этот оптимизм, который ты несешь, вот эту искренность человеческую, я даже не могу понять, вот честно, вот это какая-то и в исполнении что-то вот такое поэтически есенинское, и Барыкин, да, и вот этот вот коллектив, который ты собираешь музыкантов, у тебя всегда живая музыка. Вот это всегда потрясает, потому что вот надоела эта пластмасса, да, с одной стороны уже постоянно вот эти аранжировки, а здесь нет, здесь живые гитары, здесь собственная подача. Некоторые песни получили Александра Барыкина «Второе дыхание». Они звучат совершенно актуально, современно, и главное, что они искренние, и они вот от сердца. Скажи, пожалуйста, как ты выбираешь вот те песни, которые ты поешь, вот как ты приходишь, вот, понимаешь, думаешь, вот эта вот песня вот мне вот нужно спеть? А вы знаете, вот если немножко вот прям буквально там пару шагов отступить, вот я смотрел недавно юбилейный концерт Рыбникова, композитора. Великий композитор, да. Да. И он сказал, говорит, когда вам говорит композитор, что он музыку написал, вы ему не верьте. Вот музыку ее не пишут, стихи их не пишут, они приходят. Мы проводники. Вот так же исполнение песни. Вот вы понимаете, вот ты вот слушаешь песню, ты можешь понять, вот ты ее можешь исполнить или не можешь исполнить. У тебя душа воспринимает, ты ее можешь пропеть, через себя пропустить или нет. Потому что мы транслятор, ретранслятор. Мы только издаем, передаем то, что Бог дает, доносит до нас, вот, через нас, вернее, до людей. Вот мы как бы, динамик можно назвать, это, я не знаю, это, конечно, может, не так звучит, как хотелось бы. Ну, по факту, да. Пока ты через душу не пропустишь произведение, ничего не получится. Будет тут, как вы говорите, пластмассовое. Вот звучание будет такое вот неживое.
Я как-то вот долго ищу произведения, вот что-то вот недавно написал стих о детстве, вот, то, что я вам рассказывал, мы, может, в конце программы его поставим, потому что у меня есть такая история моего рождения и взросления, становления очень интересная. Я там книжку решил писать, честно Может быть, объявляю. давай сейчас мы не будем откладывать в долгий ящик. Вот это стихотворение пусть прозвучит, пока ты о нем рассказываешь. И потом еще вот дополнишь, да, про книжку. Да, можно, Как да. называется стихотворение? Как хочется вернуться в дом, в котором детство я провел. Как хочется вернуться в дом. Как хочется вернуться в дом, в котором детство я провел, где были первые друзья, победы, радость, все не зря, где был любимым и любил, где был счастливым. В нем я жил. Луна и солнце день за днем сменялись за его окном. Ах, старый дом, любимый дом, мама и папа, где маленький я. Старое фото, в нем вся жизнь моя. Родом из детства, где радость живет. Время вернуться назад не дает. Дожди смывали непокой любимой маминой рукой. Ручьем бежали дни, года, их не забыть мне никогда. Но не бегут они, летят, и мне уже за 50. Внезапно внуки подросли, летят по небу журавли. Мама и папа, где маленький я. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, Радио ВОС, сегодня в гостях у нас очень душевный, очень открытый, очень честный по отношению к себе и к аудитории человек Олег Успенский. Вот ты понимаешь, такие стихи, они как-то открывают частицу внутреннего мира человека, частицу души, как любая песня, которую ты исполняешь. Спасибо. Скажи, пожалуйста, это вот такая вот глубочайшая какая-то, как сказать, дань памяти, да, как бы такая ностальгия. Вот что вызвало? Ну, вот смотрите, вот у нас же каждый испытывает ассоциации, да, вот с чем-то, с детством, с юностью, ну, как, у кого какие периоды острые так в жизни запоминаются. Вот у меня почему-то детство, вот оно какую-то ассоциацию, потому что я родился в Казахстане, вот у меня семья смешанная, мама немка у меня. Вот, соответственно, я как бы жил в таком месте в Казахстане, где жили чеченцы, немцы и русские. Казахов-то я практически не видел. Вот Северный Казахстан, Кустанайская область, город Житыгора, есть такой город, Асбестовая гора в переводе. И там вот этот дом был, я его так любил и так люблю до сих пор, что я просто не мог не написать вот об этом месте просто вот несколько строк.
А почему я, опять же, вернусь, да, почему я вообще начал писать саундтрек. Вот, я начал писать саундтрек, мы уже музыку сделали, гораздо текст был длиннее, больше, объемнее, но вот меня убедили, что сегодня течение такое, что надо под музыку стихи рассказывать, новое. Я себя попробовал. Это мелодикламация та же самая, в принципе, но душевная подача, конечно, что говорить. Вот, поэтому я ее, может быть, еще как саундтрек сделаю, даже наверняка ее сделаю, потому что я буду делать фильм о своей семье. Вот это фильм «Память» будет тоже как бы мой, при жизни, чтобы я мог выразить свои отношения. Да, свою любовь к маме, папе, к дедушкам, бабушкам, к родственникам, ко всем, которых я очень люблю. Это мои родовые дела. У нас же, как у всех, все знают, да, что у нас есть вот пожизненный род, который нас поддерживает, Господь Бог, и род наш, который вот в том мире ином, я надеюсь, в лучшем. Вот, и они нам дают силы, они нам дают таланты, они нам дают возможности и поддержку, и мы вот как бы тут на земле вот проходим эти испытания. Спасибо. Да, вот все, что ты говоришь, это действительно истина, и я надеюсь, что мы, как верующие люди, думаем, что, может быть, в лучшем мире мы и повстречаемся с этими людьми еще раз, может быть, такое. Дай Бог, дай Бог. Вот, поэтому, ты знаешь, вот задел такие струны души, которые, на самом деле, вот эти мысли ко мне иногда приходят с возрастом уже, потому что понимаешь, что все, что происходит в нашей жизни, все это как-то вот неспроста, случай, как это, знаешь, такое есть поговорка, что случай — это одно из имен Бога. Случаи не бывают, все не случайно, все как-то закономерно, и как бы вот эти процессы, которые нас приводят к очередной ступени, как ты говоришь, к очередной ступени, они уже потом с возрастом, слава Богу, что мы начинаем понимать, осознавать и ценить. Вот это самое главное, понимаешь? Следующую песню давай послушаем. Я бы хотел предложить вот все-таки песню Александра Барыкина, она называется «Ангелы». Мы ее исполнили вот в юбилейном концерте. Она в нескольких вариантах. Здесь у меня рояльный вариант, который я сыгран на рояле, плюс музыкальный коллектив подключился. А в концерте в живом она будет выходить, она уже там будет в органном варианте. Тоже как бы вот, звучание очень великолепное. Вот там как бы суть песни рассказывает о том, что сегодня вот над нашим домом черный дым. К сожалению, каждые 100 лет мы проходим этот этап. Вот из истории, если взять, да, вот нас все время на прочность испытывает Европа и все остальные, так сказать, доброжелатели нашей великой, непобедимой, очень сильной духовной страны. Они не понимают, что история повторяется, и наш народ, он непобедим, и Россия, она... у нас, наверное, какая-то определенная миссия такая, что мы... Она у нас и есть миссия. Да, я же говорю, да. Поэтому мы непобедимы, и я уверен, что мы как бы всегда останемся такими же, как и были вот 100 лет назад, и мы должны гордиться нашими предками и гордиться нашими современниками. Я думаю, что как бы история, она повторяется. Где мой дом? Струится горький дым. Блудный сын все пьет вино. В небесах мой Бог непостижим. На земле пока темно. По Руси метели вьют, да ангелы поют. Ангелы поют. Где мой дом в ночи прошедшей грусть? Мне дано навек одно. В небесах моя святая Русь, на земле
войдет усталый мой, как чернец в раб монастыря. Я шепну: пора домой. По Руси метели вьют, да ангелы поют. Ангелы поют. По Руси метели вьют, да ангелы поют. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Олег Успенский, дорогие друзья, сегодня в гостях. Прекраснейший исполнитель, певец. Вот в некоторых источниках, которых немного, говорят, что продюсер еще. Вот. Потом автор-исполнитель, понятно. Вот хочу спросить о том больше как автор-исполнитель. Скажи, пожалуйста, сколько ты написал песен в своей жизни? Ну, вот которых выпустил, на самом деле, очень мало. А которые вот лежат еще в таком... В столе, скажем. Ну, да. Я его называю сундучок счастья. Сундучки счастья, которые еще... Ну, на моего счастья, да, в котором я... Знаете, вот я сейчас даже немножко так вот поглубже скажу. Вот мы же все пребываем в вибрациях определенных в мире, да, в этом земном, потому что Земля — это сердце Земли, ядро, оно живет, выдает определенные вибрации, они в герцах измеряются. Вот до 90-го года это было 8,9 герцев. А сейчас вы не можете представить, сколько я вам скажу. Вот как вы думаете, сейчас сколько герц? Я, честно говоря, далек, не понимаю. 180. Ого. Вот представляете, какое увеличение частоты, да? Да. И нам надо всем в этот момент перестраиваться. И вот под эти вибрации, тонкие вибрации, да. Я вот пребывал очень много в тоске, в унынии. Вот это грех мой, как бы я себя вот за это корю. Ну, я прошу Бога прощения и у всех, кто меня окружает, за эту мою, так сказать... Был период какой-то, да? Да, был период. Я много в этот период писал негативного. Я боюсь его выпускать просто. Это, знаете, как черта из табакерки. Да. Поэтому я сейчас все перерабатываю. Вот то, что у меня в сундучке лежит. Вот поэтому написал я 6 произведений, которые выпущены. Угу. Но вот как бы их будет в десятки раз больше, потому что их написано очень много. Я так понимаю, просто у тебя такой потенциал, понимаешь, когда с человеком встречаешься, сразу понятно, какой он, понимаешь? Просто, видимо, не пришло время, но оно придет вот в ближайшее время, что ты все-таки отложишь некоторые дела, может быть, на какое-то время, и все-таки выдашь какую-то очередную серию своих произведений, потому что то, что ты пишешь, оно идет, во-первых, от души, во-первых, ты это переживаешь, это чувствуется, да, и ты даешь жизнь действительно тем произведениям, которые вот должны сегодня звучать, потому что они берут своей искренностью, чистотой помыслов и, наверное, вот верой того, чего сегодня нам так не хватает. Потому что, знаешь, загружают сегодня тысячи и тысячи, как говорят, даже не песен, а треков, да, правильно сказать, трек — это какой-то вот шумовой, шумовое нечто такое загружают ежедневно, да, тысячи, вот как найти островок того, что тебе дорого по-настоящему. Понятно, что мы слушаем наших любимых артистов, но есть же и современники, которые вот отражают так, как должен быть. И вот ты вот вносишь тот вклад, который ты вносишь. Поэтому хочется пожелать тебе, чтобы вот все, что задумано, обязательно реализовалось, сбылось. И, конечно, большое уважение за то, что ты вот в меру сил всегда поддерживаешь и Георгия Барыкина с этими концертами помогаешь. Он здесь тоже был в студии, и мы вспоминали, по-моему, тоже, что он говорил, что ты помогаешь эти концерты проводить. Вот. Спасибо. В канун как раз юбилея
Георгию большой привет. Да, он очень талантливый тоже по-своему человек, очень интересный. А, Я хочу сейчас следующая песня, чтобы прозвучала, а потом задам еще несколько вопросов. Да, следующая песня у нас называется, вот как раз мы о Георгии вспомнили, значит, «Венеция». Величайшая песня, которую даже в Евросоюзе взяли на ротацию. Мгм. Вот, написал музыку Георгий Барыкин, Вячеслав Качин, поэт-песенник, написал слова и текст этой песни. Ваш покорный слуга ее исполнил. Вот, даже мне, я вообще критически отношусь к своему творчеству, даже мне она нравится в моем исполнении. Это редко бывает, но вот мне она нравится. Давайте послушаем. Когда-нибудь все станет проще, станет тише, и ты сама себя поймешь, ты все услышишь. Ты вдруг увидишь, как любить умеют люди, среди которых без меня тебя не будет. Там, в мире темных комнат, нас больше не найти. Где прозрачно октябрями Венеция плачет. Только похоже, без меня тебе этот рассказ не продолжить. Где между нами пишет остывшая память строчки ушедшей любви. Теперь дожди снова будут не короче. Я не виню тебя за ночи одиночеств, за холод твой, за опоздание на поезд, за тишину, за недописанную повесть. Там, в мире темных комнат, нас больше не найти. Где прозрачно октябрями Венеция плачет. Только похоже, без меня тебе этот рассказ не продолжить. Где между нами пишет остывшая память строчки ушедшей любви. Прозрачно октябрями Венеция плачет. Только похоже, без меня тебе этот рассказ не продолжить. Где между нами пишет остывшая память строчки ушедшей любви. Ушедшей любви. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Олег, а как получилось, что эта песня попала за пределы нашего Отечества? Как она попала? Я разместил ее на топ-хит, Мгм. вот, и взяли ее наши вот страны, Мгм. бывшие страны Советского Союза, ныне это страны Евросоюза, это Мгм. Прибалтика, взяли ее на ротацию. Вот. Нам тоже было приятно, что не только в России слушают, но и слушают в русскоязычных частях. Кстати, я вам хочу сказать, мне звонят из Германии, из Франции, из Италии особенно. Из Израиля, наверное. тоже, В да. Израиле мои песни тоже ротируются, Мгм. да.
Вот. Люди очень восхищаются. Откуда-то появляются там мои произведения. Я их никаким образом туда не отправлял, но как-то вот они вот какими-то путями расползаются. Вот. И люди очень довольны, пишут, отзывы хорошие. И я, в принципе, моя задача достучаться до сердец. Вот. Чем я и занимаюсь. Вот. Не моя самореализация, а больше, наверное, если я хоть одну душу спасу в этой жизни, хотя бы от чего-то ее отвлеку, это уже будет моя миссия на Земле. Я в этом уверен. Я тоже в этом уверен. Скажи, пожалуйста, вот когда бывают какие-то... Мы же не можем постоянно, вот как роботы, да, пребывать в каком-то одном состоянии духа. Бывают моменты, когда нам... Вот, действительно, бывают тяжелые какие-то моменты, бывают какие-то... Судьба посылает нам испытания. Вот сегодня там постоянно говорят, то один кризис, то другой, то какие-то вирусы, то еще какая-то... Все это на самом деле было, но тем не менее народ находится, знаешь, в каком-то состоянии такого стресса постоянного. Ну вот многие, да, которые особенно попадают под эти всякие хайпы, как говорят, там под какие-то вот эти вот бесконечные нехорошие новости. Скажи, какой рецепт вот твой бороться с этим, с этой ситуацией? Как выходить из этой, как нам успокоиться и все-таки продолжать жить нормально дальше? А тут один только рецепт. Надо верить в Бога, уповать на Бога, вот, стремиться к чистоте. Вот как раз основа, наверное, нашего бытия, пребывания на земле, это борьба вот с тем, что сегодня нас окружает, до духовной чистоты. Это очень редко у кого удается. Очень редко. Очень мало людей, которые добиваются вот среди вот этого хаоса, вот всевозможного информационного, там, насилия, войн, беспредела, безнаказанности. Вот. Государство не всегда бывает социальным, а в основном асоциальным. Вот, хотя декларируют они совершенно обратное. Но опять же, управляют же этим государством люди, как бы вот, поэтому, естественно, оно становится социальным. Не исполняет поручения президента и так далее. Вот. Я еще хотел, вот, кроме того, да, вот сейчас продолжить. У меня еще была такая, ну, часть судьбы моей, история моя, да. Я жил в Ростове-на-Дону, как и ты, по-моему, да, мы с тобой земляки, да, практически. Я с Казахстана переехал. Да. В Ростов я прошел историю там такую, что я там служил, я казачий полковник, вот, у меня есть казачье прошлое, как бы я впитал это все, я этим жил, и до сих пор этим живу. И вот а у меня есть один из треков, который для меня написали друзья, не я написал, это семья Кафановых. Вот они написали этот, называется «Вороной». Я надеюсь, мы ее сегодня поставим, люди послушают. Конечно, мы сейчас ее прямо поставим. В видеоформате ее можно посмотреть на моем YouTube-канале. Заходите, посещайте, смотрите. Там есть видеоформат различных концертов и так далее. Спасибо. Над краем пропасти, над рекой широкою, утерев слезу, казак стоит. То ли в омут с головой, то ли по степи родной, думая, коню в глаза глядит. То ли в омут с головой, то ли по степи родной, думая, коню в глаза глядит. Ой, ты, конь, ты мой вороной, только мы остались с тобой. И не грусти, братка мой, впереди дом родной, мы с победой вернулись домой. Не грусти, братка мой, впереди дом родной, мы с победой вернулись домой. Ты мой некровный, друг ты мой покорный, сколько мы с тобой дорог прошли. Пуля не догнала, шашка не сыграла,
а до хаты так и не дошли. Пуля не догнала, шашка не сыграла, а до хаты так и не дошли. Ой, ты конь, ты мой вороной, только мы остались с тобой. И не грусти, братка мой, впереди Дон родной, мы с победой вернулись домой. Не грусти, братка мой, впереди Дон родной, мы с победой вернулись домой. Ой, ты конь, ты мой вороной, только мы остались с тобой. И не грусти, братка мой, впереди Дон родной, мы с победой вернулись домой. Ой, ты конь, ты мой вороной, только мы остались с тобой. И не грусти, братка мой, впереди Дон родной, мы с победой вернулись домой. Не грусти, братка мой, впереди Дон родной, мы с победой вернулись домой. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Вот знаешь, интересно, что в жизни некоторых людей, вот, как говорится, где родился, там пригодился. Тебя помотало и там, и казачий полковник, и эта тема тебе близка. Сегодня ты уже достаточно долго в Москве, вот, 13 лет уже. разными занимаешься делами. Вот, и находишь время, в то же время заниматься. И я бы не назвал это шоу-бизнесом все-таки, заниматься вот такой душевной какой-то миссией музыкальной, да. Вот, и прекрасная семья, полная чаша, как говорится. И вот пишешь стихи, снимаешь, вот есть желание снять фильм даже о семейном, вот о своей семье, о корнях там и так далее. То есть, понимаешь, не каждый человек, твоя жизнь, она как бы состоит как бы из нескольких этапов, как можно сказать, что хватило бы на несколько жизней. Вот. Это настоящая жизнь. Жизнь настоящего человека, который живет в полной мере, испытывает вот те эмоции, которые передают потом в музыкальных произведениях, в стихах, в исполнении. Вот. И это очень ценно, и вот то, что ты говоришь, это очень правильно. Поэтому я сейчас вот хочу, чтобы мы послушали еще одну песню, а потом мы уже попрощаемся. К сожалению, вот все хорошее быстро проходит, встреча наша. Вот. И какая у нас будет в заключении песня? Песня будет в заключении, вот называется «Отец». Это памяти моего отца, вот, который, к сожалению, трагически погиб. Ну, в одной передаче невозможно Это рассказать. твоя авторская? Это моя авторская Мгм. песня, да. И вот я как бы тоже суть там изложил своих переживаний, Мгм. своих, так сказать, восприятия данной ситуации. Она очень тяжело мне далась. Вот, к сожалению, отец жил в Казахстане, мама, они не жили с мамой в последнее время. Вот мама у меня со мной жила в Зернограде, Ростовской области, а вот отец жил в Казахстане. Эта трагедия произошла, и вот я с трудом написал эту песню. Я года 2 не мог петь вообще, у меня горло ком подкатывал и не мог исполнять. Вот я еле в студии исполнил, записал, а потом, сейчас, слава богу, я ее исполняю, вот, на живых концертах как-то вот получается. Поэтому слушаем эту песню.
Как трудно пережить мне это время, когда душа наполнена тоской. Так много не успел сказать тебе я, и попрощаться не успел с тобой. Отец, отец, ты для меня был близким и далеким. Отец, отец, ты выбрал путь для нас с тобой нелегкий. Как жаль, что в жизни так все получилось. Нелегкий путь и прерванный полет. Но мне всегда твоя улыбка снилась, и голос твой меня всегда зовет. Отец, отец, ты для меня был близким и далеким. Отец, отец, ты выбрал путь для нас с тобой нелегкий. Отец, ты для меня был близким и далеким. Отец, отец, ты выбрал путь для нас с тобой нелегкий. Ты выбрал путь для нас с тобой, Отец. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, слушатели Радио ВОС, сегодня очень душевный, очень такой открытый, честный разговор состоялся у нас с Олегом Успенским. Я хотел бы, во-первых, сначала, чтобы ты какие-то вот дал, чтобы ты пожелал, во-первых, всем, да, кто нас сейчас слышит. Потом мы будем и в социальных сетях распространять, и дальше где-то это интервью. Вот, что бы ты пожелал сегодня людям, вот всем, которые нас услышат, твои вот такие какие-то советы, напутствия? Ну, однозначно, я вот могу сказать так, вот вспомните раньше, вот кто жил, родился в СССР, какие мы были добрые, как мы любили друг друга и дружили с соседями, домами, даже не только подъездами. Вот я хочу пожелать сегодня, чтобы люди становились добрее. Очень большой сейчас напор информационный идет на озлобление, на дискриминацию межрасовую, межконфессиональную. Нас пытаются везде где-то вот рассорить. А я вот желаю, чтобы мы были вместе. Потому что Бог, Он един, и Господь призывает нас к покаянию. Вот поэтому давайте вот любить друг друга. Основа вообще все творит любовь. Вот если мы это поймем, усвоим, вот поверьте, не будет ни войн, ничего. Но это надо, чтобы все это сделали. Я всем желаю любви, еще раз любви. И, конечно, мирного неба. Чтобы мы
нигде никогда не испытывали горя. Сила нашего государства как раз в том, что оно многонациональное, что мы всегда народы, вот это постсоветское пространство, как сегодня принято говорить, да, все равно у нас какое-то общее такое энергетическое поле, и все эти народы, они все равно у нас как бы пока такие связи остаются даже, да, кто за пределами России и так далее, все равно мы все братские народы, поэтому ты правильно говоришь. Самое главное — это мир. А я хочу пожелать тебе оставаться таким же искренним, ярким исполнителем, чтобы твои песни звучали как можно больше, чтобы в твоем доме всегда была вот эта атмосфера добра, любви, и всегда была полная чаша, побольше радостных и счастливых моментов в жизни. Будь счастлив и радуй нас своим новым творчеством. Спасибо за то, что пришел на Радио ВОС. Вот, всего самого доброго и творческих успехов. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.